Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы в Турции, в городе Аланья. Здесь у нас квартира, сейчас живем, обставили, купили все необходимое. Ну, такие, знаете, мелочи для удобства, и теперь просто наслаждаемся спокойной, комфортной жизнью на берегу Средиземного моря. И сегодня мы едем по делам и берем вас с собой. Мы сейчас поедем в центральный район, посмотрим, что там делается, и мне нужно в ателье забрать свои штаны. Да, вы идете с нами забирать мои штаны. Я купила еще в Саратове классные штаны, 2 пары. Но они мне длинные, причем в разных местах брала. Обычно мне все как раз, а это длиннющие. И я отдала в ателье, чтобы мне их подогнали. Ателье нашла только в центре, поэтому сейчас едем туда. За подгонку штанов, за 2 пары я дала 250 лир, это где-то 750 рублей. В этом влоге мы хотим осветить тему цен в Турции. Что сейчас с ценами на продукты, на еду, на развлечения, на какие-то услуги. Потому что многие говорят, в Турции сейчас капец, как все подорожало. Вот посмотрим на цифры. Что у нас здесь делается около дома? Во-первых, несколько точек с продажей экскурсий. 2 попугая у нас живет. Они знают несколько слов на русском. Всегда приятно, когда проходишь, они кричат «Доброе утро!», хотя уже ночь на дворе. «Доброе утро!». Всякие... Вот он опять что-то говорит. Всякие туристические магазинчики, где можно купить сувениры, товары первой необходимости, пляжную одежду. Достаточно много здесь машин. Когда мы покупали здесь квартиру, тут находились какие-то заброшенные очень территории. Просто росла трава и кусты, палатки. Сейчас, как видите, район становится более обжитым, уже не такой спокойный. Открыли вот рестораны рыбные, Кестель Балык. И здесь всегда очень вкусно пахнет жареной рыбкой. Вот смотрите, все бы ничего, но позади меня туча. И я думаю, как бы сейчас не ливанул дождь, потому что машину в аренду мы еще не взяли. Поедем в центр на автобусе. И до остановки нам надо вот спуститься вниз, как бы нас не намочило. Ну ничего, не сахарный, как Саша говорит, не растаем. За моей спиной идет стройка комплекса Ботаник Гарден. Очень красивый, с большой территорией, несколько блоков. Огромный у них будет бассейн. И вот посмотрите, на каком этапе строительства. Если вы здесь купили квартиру, стройка задерживается из-за землетрясения, которое было в Турции. Многие рабочие отправились туда восстанавливать поврежденные дома. Мы, кстати, когда покупали свою квартиру, мы ее брали за 55 тысяч евро, еще на этапе, когда даже не было котлована, только на проекте, на бумаге. Потом анонсировался вот этот проект, и мы думали, может быть, так как одна компания, переложиться в этот. Он такой классный, такой здоровый, территория большая. Но он стоил тогда дороже. На старте 67, что ли, тысяч евро, около 70. А наш 55. И мы такие думаем, блин, вот классный, но дорогой. 70 тысяч евро, капец цена. Сейчас здесь от 160 тысяч евро. По-моему, вот, от 180 даже. От 180. Хотя комплекс еще не сдан. А на тот момент мне казалось, что 70 это капец, как дорого. Я сейчас думаю, может, надо было взять. Ну, с одной стороны, да, подорожал хорошо, но он еще не достроен, а мы уже живем. Ну, он и позже начался. Ну да. И он больше. У нас-то что там? 2 блока тут, 2 тут. А здесь еще вот за этими блоками еще блоки. Ну, здесь классная красиво. Большая территория, огромный будет бассейн прям. И вот посмотрите, как будет выглядеть комплекс. Строители делают работу, строят что-то. Здесь уже застеклили. В общем, проезд на автобусе стоит 20 лир. Но если оплачивается картой, то будет 21 лира. Вот так выглядит отдел, где Светик заказывал себе пошив штанов. Но почему-то потеряли заказ Света. Надеюсь, сейчас найдут. Очень интересно. Я отдала штаны в субботу. Мне сказали, ну, типа, выходные, приходи в понедельник. Я пришла. Он такой, штаны? Какие еще штаны? Я говорю, ну, 2 штанов, черные, бежевые. Штаны. Искал, нашел пакет, смотрит, ничего не сделано. На мужика другого, кто по-английски говорит, смотрит, и тот мне говорит, а можете через час прийти? Я так поняла, что ничего они не сделали. Ну ладно, пойдем где-нибудь посидим, что-нибудь пока посмотрим, а они мне сделают.
Многие в Турции любят пить свежевыжатый апельсиновый сок. И сейчас он стоит 2 евро или 2 доллара. Без разницы. Это где-то 200 рублей. Ну, все зависит тоже от места. Здесь почему-то цены вообще в валюте. Видно, на туристов рассчитано местечко. Ну все, забрала свои штаны. Сделал идеально. Я примерила. Я боялась, что он много отрежет, знаете, будут такие коротковатые. Нет, прям вот как я хотела, сантиметр в сантиметр. Мне нравится, когда они немножко лежат на обуви, но не касаются земли. И вот он сделал строчку ровная, нитка прям вот, сейчас покажу. Вот, нитка тон в тон. Угу, как будто так и было. Да, ну просто идеально, идеально. Мне очень понравилось. Так что, если нужно ателье, вот в центре есть хороший мастер. Ну и раз мы в центре, решили здесь же и поесть. Вот такой ресторанчик Астад Кебаб. Смотрю, здесь фиде, лахмаджун, люля. Цен здесь сейчас нет, но посмотрим по меню. Я вижу здесь открытая кухня и что-нибудь поедим. Мы удобно устроились за нашим столиком. И давайте посмотрим, какие цены. 100 лир – это 285 рублей. Можете нажать на паузу и посмотреть детально. Ну, в общем, кое-что я озвучу. Мясной суп 180 лир. Обычный суп 100 лир. Это вот 280 рублей. Так, салаты 120, 150, 100. В среднем от 300 до 500. Детское меню, наггетсы 150, паста в среднем 200 лир, турецкая пицца 130, ну это где-то 300 рублей. Лахмаджун 150, это где-то 330. Маргарита пицца 180, это где-то, ну тоже около 500. И мясо, конечно, подороже. Кебаб 245, котлеты из ягненка 490. Но на мясо, конечно, высокие цены. Шашлык хочу из курицы взять. Рис, турецкий салат, может что-нибудь еще. Пахлава 250. Но это будет 4 штучки с чаем, очень вкусно. Но сейчас это уже сколько? 700 рублей за пахлаву. Ну, конечно, недешево. Принесли наш салат. Какой большой, красивый. Вот в Турции мне всегда нравились порции. И до сих пор они большие, хорошие. Мне кажется, с одного салата можно наесться. И вообще этот салат идеальное дополнение к шашлыку, который нам принесут чуть позже. Мы написали в нашем телеграм-канале, что приехали в Турцию, и некоторые зрители начали писать, что как же турки там выживают, там сейчас так все дорого, 100 лир, кружка чая. Что хочу сказать, мы пообщались тут с местными ребятами, и они сказали, что да, действительно, высокая инфляция в стране, цены поднялись, но им подняли зарплаты. И поэтому для местных теперь все, как в принципе и раньше, нормально. А вот если ехать с рублями, то да, стало намного дороже. Я постоянно общаюсь со зрителями, кто-то в Таиланде отдыхает, кто-то сейчас в Грузии, кто-то в Турции. И все говорят, что да, в рублях прям заметно все подорожало. Ждем, может быть, курс изменится. Как вы думаете, рубль по отношению к доллару поднимется, останется на прежнем уровне или наоборот будет еще сложнее в финансовом плане в путешествиях? Какой ваш прогноз? Салат называется «Бесконечность». Саша так его назвала, действительно бесконечный. Пока несут еду, хочу еще кое-что спросить. Кто-нибудь из вас собирается за границу в этом году? Если да, то какую страну вы выбрали? Вот у нас среди знакомых, родных, друзей большинство отказались в этом году от заграничных поездок и поедут на наше море. В основном на Черное море. Кто-то в Сочи, кто-то в Адлер, кто-то в Геленджик. Мы давно не были в Сочи и в Адлере, уже, наверное, лет 10. Как там сейчас? Намного дешевле, вот, чем отдохнуть в Таиланде или в Турции? Сколько стоит отель близко к морю, там, в 3-5 минутах ходьбы? Если знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, неужели это прям так сильно дешевле? Потому что я общалась с ребятами, кто отдыхал в Сочи, они говорят, что, в принципе, тоже дорого. Принесли лахмаджун, причем здесь он подается в 3 экземплярах. Турецкая пицца еще называют, тонкое тесто, мясной фарш, перец, зелень. Мне всегда это очень нравилось.
Посмотрим, как сейчас. Тесто тонкое, как газета. Мне это очень нравится. Очень сочно, очень вкусно. Только что приготовили. Не разогретый, что важно. Вот этот перец болгарский напоминает мамину закрутку. Знаете, вот кабачковая икра с перчиком. Вот как будто сверху все это помазали и запекли. Еще с мясом. Очень вкусно и недорого. Не смотрите на мой маникюр, уже отрос. Я записалась тут к мастеру. Маникюр, кстати, стоит 700 и 800 лир в зависимости от сложности. Записалась на маникюр и педикюр, так как здесь не очень много мастеров русскоговорящих, а я хочу именно к русскоговорящим, чтобы объяснить, что мне нужно. Приходится записываться прям заранее. Нет такого, что на завтра, через 3 дня. Я записалась только через неделю. Давайте попробуем шашлык. Вот такая порция. Кстати, большая, красивая. У меня крылья очень вкусные, уже попробовал. Прям обалденные, только с огня. У меня тоже очень вкусное мясо, сочное. Я переживала, что будет... Не то, что я переживала, знаете, плакала, страдала. Нет, просто думала, хоть бы оно не было сухое. Знаете, как бывает грудка сухая. А это очень вкусное, сочное, в меру соленое, вкус дыма. Здесь еще лучок, хлебушек, перчик. Еще ряд, дай попробуй твой. Рис, райс, айран. Сейчас мы возьмем у Саши красивый кусочек и тоже заценим. Это еще вкуснее, мне кажется. У тебя еще вкуснее, потому что у тебя жирочек. Вот эта хрустящая корочка, обалденно. Я заказала айран, и здесь он подается вот в таких медных кувшинчиках. Очень вкусный, холодненький, к мясу самое то. И вот такой рис по-турецки. И посмотрите, вот это темненькое, это макарошки. Я раньше думала, что это какой-то рис, 2 вида, а это макарошки с рисом. Еще добавляют масло, и благодаря этому рис получается такой рассыпчатый. Я люблю его в качестве гарнира. Мясо часто заказываю. Ребят, мы поели, все было очень вкусно, мы даже немного не доели, взяли с собой, нас угощают чаем, и все вышло на 745 лир. Я считаю, это нормально. У нас рады посидеть также. Как приятно! Нам принесли не только чай, но и тарелку фруктов. О, это так мило. Здесь сейчас, кстати, очень вкусная черешня. Мы ее обожаем. Брали уже 2 раза и еще будем брать. Кстати, очень вкусный арбуз. Я думала, будет не очень сладкий. Как бы еще не прям сезон. Мы ходим в магазин, на рынок, смотрим на арбузы и думаем, да не, они еще, наверное, невкусные. Один раз даже уже взяли. Потом думаю, нет, наверное, невкусные. Вкусные. Надо было брать. Сравниваю сейчас с ценами в Ереване. Вот там тоже мы ели в кафешках в центре и выходило около 3000 рублей. Здесь где-то 200-2200. Я считаю, что здесь как-то даже подешевле. Что думаете? Погода очень классная. Вы нас просили показать, что происходит в городе, много ли туристов. Сейчас только-только начинается сезон. Я поняла, что май – это мой самый любимый месяц в Турции. Я не очень люблю купаться в море, потому что у меня, к сожалению, аллергия на соленую воду, все чешется. Поэтому море для меня не решающий фактор на отдыхе. Для меня важна атмосфера, чтобы было красиво, чисто, вкусно, много развлечений, магазинов, кафешек, экскурсий. Сейчас плюс 24 градуса. Я иду в тонком платье, мне не холодно, не жарко. Больше тепло, чем свежо. Небольшой такой свежий ветерок. Был дождик сегодня небольшой. Что касается туристов, очень много приехало на отдых людей из Европы. Многие на своих машинах с европейскими номерами. Европейская речь, музыка. Русскоговорящих мало. Заметно меньше, чем за все года нашего отдыха в Турции. Мы здесь уже отдыхаем 5 лет, каждый год приезжаем по 2, иногда даже по 3 раза. И никогда не было так мало русскоговорящих людей. Даже в прошлый раз, когда мы были, в это же время, кстати, год назад, вот в мае мы здесь были,
В Махмутларе очень много русскоговорящих, прям в ресторанах отовсюду русская речь. Сейчас, конечно, заметно меньше. И я думаю, это потому что сложности с получением ВНЖ. Уехало много тех, кто здесь жили. И цены выросли, и кто зарабатывал в рублях, вот туристы, да, для них стало дороговато. Ну, еще, я думаю, многие уехали, кто жили и зарабатывали в рублях, потому что тоже стало дороговато. Гуляю, и у меня уже такое ощущение, что я не в Турции, а где-то в Европе, потому что много европейских кафе, машин, людей и цены европейские. Турция перестает быть дешевой. Раньше всегда там, ну, практически каждый, да, мог позволить себе отдых в Турции. Путевки, я помню, путевки 5 лет назад стоили 35 тысяч рублей за двоих. И это было по системе шведский стол. Все включено. 35 тысяч рублей. И многие не ехали, потому что говорили: ой, сейчас не до этого, потом съездим. Ага, съездили. Видите? Поэтому, если есть выгодное предложение, какая-то возможность, я всегда говорю, надо ехать. Потом такого может и не быть. Самый первый раз в Турцию мы поехали в Анталию. Я давно хотела побывать в Анталии, вот мы были долго в Таиланде, потом решили поехать в Турцию, поехали в Анталию. И только потом я узнала, что есть Аланья, такой город замечательный. Вот мы сейчас здесь. Посмотрите, как красиво. Мы вышли на пирс, отсюда отправляются круизные лайнеры на дневные и вечерние прогулки. Мы, кстати, были на них, очень весело, но главное попасть, где русская дискотека, ну, песни, которые ты знаешь, потому что есть корабли с турецкой дискотекой, а там ты песни не знаешь, и как бы уже не тот вайб, когда не понимаешь, не можешь подпеть. Очень красиво. Здесь крепость. Посмотрите, Аланийская знаменитая, она сейчас уже совсем скоро будет подсвечиваться таким золотистым светом, как ожерелье, брошенное на горе. Повсюду горы. Аланья считается самым теплым регионом, и здесь не бывает землетрясений, кстати. Теплый регион за счет этих гор. Они закрывают холодный ветер из Стамбула, поэтому здесь всегда тепло. И зимой здесь не бывает снега, что мне тоже нравится. И на этом пирсе всегда очень красиво. Мы когда с друзьями приезжали, с родными, мы всегда приходили сюда гулять. Идеальное место для прогулки с детьми, для прогулки после плотного ужина, чтобы его растрясти. Здесь также много классных ресторанчиков, прям несколько. Здесь барная улица. Вечером, пятницу, субботу можно сходить на дискотеку. И высокий сезон, реально весело, много людей, все танцуют. Некоторые даже танцуют на барных стойках. Прям реально круто, допоздна, гулять можно. И вот такая красота нас окружает. Сейчас уже солнышко ушло. Не сказать, что холодно, но у меня с собой есть рубашка, я ее пока не надеваю. В общем, нормально. Здесь же такси, могут вас увезти куда угодно, но с такими ценами иногда думаешь, я могу и прогуляться. Вот. Ну, что еще? Кукурузу продают, на великах катаются, на самокатах, фруктовые соки, всякие сувенирчики. Хорошее место прям для прогулки, рекомендую. Если вы здесь прям на один день, то обязательно выходите на пирс ближе к вечеру. Я думаю, что вам здесь очень понравится. Перед тем, как купить здесь квартиру, мы побывали в Анталии, в Кемере, в Белеке, в Сиде. Посмотрели. Анталия нам понравилась. Понравилось то, что там аэропорт прямо рядышком. Что там, в принципе, хорошие пляжи, много отелей, вообще все классно, много туристов. Но нам показалось, что это больше такой рабочий город, а здесь прям курорт. Кемер нам очень понравился, но показался слишком маленьким. Туда приехать, отдохнуть на несколько дней супер, но мне там не хватило какой-то инфраструктуры, чтобы захотеть там купить квартиру. В Сиде, Белеке, в принципе, то же самое. А вот после того, как поотдыхали в Алании, подумали, что да, вот это вот прям хорошее место. Мы, кстати, здесь ни разу не зимовали, так что вот январь, февраль. Ну, кто зимовал в этом году, вот мы с ребятами, с друзьями встречались на днях, они сказали, что всего 2 или 3 дня за всю зиму включали кондиционер на отопление. Настолько была классная, теплая зима. Говорят, вообще не замерзли, было супер, красиво, тепло. И я уже думаю, может попробовать как-нибудь здесь позимовать. Кто зимовал в Турции в этом году? Как впечатление? Также вы спрашивали, сколько стоит аренда машин. Смотрите, посуточно
от 1000 лир в сутки. Это будет такая средняя машина, относительно свежая, и коробка автомат. А если вы хотите прям на месяц снять, то где-то 400-500 евро за месяц. И плюс здесь еще дорогой бензин, тоже стоит это учитывать. На такси передвигаться тоже дорого, поэтому если планируете приехать сюда отдыхать недели на 3, то селитесь сразу в том районе, где вы планируете тусоваться, чтобы сильно не тратиться на передвижение. Хорошие районы — это Центральный, вот Клеопатры район классный, Кестель, и мне нравится еще Махмутлат. В центре очень классный пляж. Вот самое начало, возле маяка, какой чистый, хороший, постоянно его очищают, играют дети, вот есть площадки, плавный заход в воду, потрясающе красивый вид. Спрашивали, купаются ли сейчас люди. Купаются здесь круглый год. Здесь даже зимой многие приезжают и купаются, но это холодно, как по мне. И сейчас холодно для меня, но кто-то уже купается, все активно загорают, выставили на пляже зонтики и лежаки. Так что, в принципе, купаться можно всегда. Вопрос лишь, насколько вы выдерживаете температуру воды холодную. Мы пришли в наш любимый продуктовый магазин Migros показать цены на продукты. Я взяла уже себе 3 авокадо. Сейчас скидка, стоили 32, сейчас 24 лиры за штуку. Беру 3. Большой выбор фруктов, овощей, все необходимое для приготовления вкусных европейских, турецких блюд. Помидоры, огурчики, свеколка. Смотрите, вот эти помидоры 28 лир за килограмм. Есть еще спаржа 69, свекла 34 лиры, перец, капуста, морковка, баклажаны. Все вкусненькое. Мы здесь в основном отовариваемся. Цветная капуста, лимоны. Вот такой лоток черешни 99 лир, где-то 300 рублей. Очень вкусная. Мы берем здесь абрикосы, персики, апельсины, ананасы, манго, корень имбиря даже есть. Все, что нужно. Так, смотрите, лук 14 лир, картошка 17,5 лир. И вот здесь продаются арбузики, но сейчас они дорогие, 28 лир за килограмм. Дыньки 35. Кстати, здесь на пляже вы можете устроить пикник, взять в Мигросе готовые суши и роллы, вот они стоят 219 лир за набор, и пойти на пляж и их поедать. Также здесь продается творог и сметана, что для меня особенно радостно, потому что обожаю и то, и другое. Творог 156 лир за 750 грамм и сметана 65 лир. Здесь также продается очень вкусная и недорогая форель морская, 139 лир за килограмм. Мы ее брали, здесь разделывают, чистят, а вы только нарезаете, запекаете или жарите, и вкуснотища. Вот такие стейки красной рыбы 649 лир за килограмм. Еще есть леврек, тоже вкусная рыба, 209 за килограмм. Также здесь продается селедочка. Можно сделать селедку под шубой. 250 грамм, 209 лир. Икра 115 грамм, 599 лир, красная. И даже соленая рыба 100 грамм, 219 лир. Много мяса. Вот посмотрите, говяжий фарш, готовые котлеты, донер, стейки. Фарш 169 лир за упаковку. И здесь у нас готовая еда, что-то типа шаурмы, можно погреть и съесть. А вот это, кстати, для меня большая загадка. Что это такое? Всегда приносят в кафе. Там какая-то каша, какие-то специи, перец перетертый. Кёфте, но они не мясные. А что это такое? До сих пор не знаю. Если знаете, напишите в комментариях. Большой выбор мяса. В Мигросе вообще классно можно закупиться для шашлыков. Посмотрите, какие цены. Есть мясо для гуляша. Я брала, готовила. Очень вкусно получается. Прям стейки, различные вырезки, ребрышки очень вкусные. Мы вон те брали ребра. Они, правда, дорогие, 930 лир за килограмм. Мы брали полкило. Запекала в духовке. Получилось просто нереально вкусно, сочно, нежно. Нам очень понравилось. Колбаса, но она тут такая себе. У нас вкуснее. Сыры домашние вот эти, очень вкусные, хорошие. Мы берем халуми, греческий сыр, и жарим его на сухой сковороде на завтрак. Очень вкусные оливки на вес в среднем где-то 250 лир за килограмм. Можно
взять на пробу разных, определиться и потом уже брать тот сорт, который вам нравится. Яйца 15 штук, 47 лир. Вот мы часто такие берем. 30 штук, 82 лиры. Из продуктов, в принципе, сейчас есть все. Я вообще не страдаю. Единственное, наверное, чего мне тут не хватает, так даже не вспомнишь, рисовой муки. Вот рисовую муку для приготовления полезных сладостей я пока не нашла. Но здесь есть русские магазины, может быть, есть там. Я знаю, что там даже лавровый лист продается. И давайте покажу, почем курица. Целая 104 лиры за килограмм. Это где-то 300 рублей килограмм. В среднем она выходит где-то на 1,5 килограмма. Есть еще запчасти куриные. Грудки, ножки, бедрышки. Ножки 119 за килограмм. Филе бедра. Вот вкусно, если любите запекать, жарить. 300 лир за килограмм. И здесь в упаковке, ну, практически килограмм. Вот этот лоток бедра куриного выходит 300 лир. Это где-то 900 рублей. 900 рублей за килограмм бедра куриного. Дороже, да, чем у нас? Но опять же, не критично и опять же все относительно. А где-нибудь в Дубае, мне кажется, будет еще дороже. Ну и стоит учитывать, что здесь очень вкусное натуральное мясо. Да, очень вкусное натуральное мясо и яйца, вообще все классно, и хлеб хороший, вообще продукты хорошие. Оливковое масло суперское, недорогое. В общем, с готовкой у меня здесь проблем нет. Еще здесь очень вкусное молоко. Вот мы берем такое в стеклянной бутылке, 58 лир за литр. Сливочное масло, очень вкусное, хорошее, мы вот такое берем. 250 грамм, 82 лиры, это где-то 230 рублей. И здесь даже продаются соленые огурцы. Вот такая банка, 680 грамм, стоит 22 лиры. Просто огромный выбор шоколадок, конфет шоколадных, печенье, что только хотите. И привычные, и турецкие, и Милка, и Риттер Спорт, пожалуйста. Вот местные шоколадки очень вкусные, мы тоже раньше брали. Сейчас стараемся меньше есть сладкого, но в Турции это не очень хорошо получается, но мы стараемся. Вместо шоколадок взяла сушеную хурму, тоже очень вкусно с чаем. Я заметила, что с каждым годом в Турции становится все больше полезной еды. И здесь уже, смотрите, такой большой стенд с протеиновыми батончиками, мюсли батончиками. Я взяла вот такой, сейчас съем. Это мюсли, орешки, 16, 13 лир, 30 лир. Кто там занимается фитнесом, постоянно гонится за белком, здесь вы найдете свои протеиновые вкусняшки. И еще здесь вот прям такая полка и продается протеин. Я в нем не особо разбираюсь, я это дело не пью. Мы покупаем здесь коллаген, очень классный. Но вот имейте в виду, что протеин тоже имеется. Имейте в виду, что многие эти сладости с сахаром. И если вы прям за правильное питание, смотрите состав. Да, они тоже могут быть не совсем ППшки. Ну а если вам пофиг на правильное питание, то посмотрите, сколько здесь стоит Кока-Кола. 25,50 за литрушечку. И вот фанта 30 лир за литр. А вот если за бойс, вот есть без сахара 25. Мне кажется, это не особо помогает. Ну вот... Знаете, да, как прикол? Дайте мне 2 чизбургера, картошку фри, наггетсы, пирожок и колу без сахара. Но если что, есть еще кола лайт. Кто в среднячке, 25 лир. Ну, понятное дело, здесь есть и кола, и пепси. Вот большая, смотрите, 2,5 литра, 50 лир стоит. Классно. Швепс 35 лир. Что у них здесь еще есть? Спрайт 30 лир. Ну, цены нормальные. Ну и вот Red Bull, баночка 35 лир. Большой выбор готовых завтраков. Только залейте кефиром, молоком или йогуртом. Мюсли, всякие хлопья, колечки, подушечки, гранола. Я, кстати, беру здесь вот такую гранолу. Она без сахара. Здесь просто мюсли, орехи, изюм. 83 лиры за 200 грамм с молоком местным. Очень вкусно. Это я взяла себе вкусняшки, и Саша тоже взял. Я кефиры, вот такие печенье крекеры. Я не знаю, как вы, но когда мы идем в Мигрос, мне всегда нужно что-то, там, морковь, или мне надо капусту на суп.
В итоге, хорошо, если дойдет до этой капусты. Иногда я про нее вспоминаю только дома. Наберу всякой всячины. Вот, обычно, что мы покупаем. Я не знаю, как-то вот мне мама всегда говорит, ты идешь в магазин, надо покупать там мясо, овощей. Я же наберу всякой фигни, потом думаю, ой, а готовить не из чего, опять иду в магазин. Вот, ребят, посмотрите, какой здесь большой выбор алкоголя. Есть водка, вот Смирнов 319, Абсолют 659, Мартини, давайте посмотрим, 1040 лир. Ну, цены, конечно, приличные на алкоголь в Турции, но куда деваться? Вот Джек Дэниелс, да? Давайте посмотрим медовые. Ну, вот они все по 935 за 700 миллилитров. Обычный Джек 935, Блантайс 950, Black Label за литр 1200, Ягермейстер 940 за 700 миллилитров. Ну и большой выбор вина, на любой вкус и цвет. Давайте посмотрим самое дешевое вино, сколько стоит. Я вижу 233 лира. Ну, получается где-то 650 рублей, 700 рублей. И, кстати, ребят, насчет бензина. Вот смотрите, я вижу 95-й, сейчас стоит 43 лиры. И это получается 120 рублей. Это примерно в 2 раза дороже, чем у нас. Заканчивать видео всегда неохота. Грустно. Но видео без концовки не очень хорошо. Если этот выпуск вам понравился, если он оказался для вас полезным, на что я очень надеюсь, мы старались для вас, то поставьте нам лайк, пишите добрые комментарии, и если остались какие-то вопросы, тоже смело задавайте их внизу в комментариях, мы с радостью на них ответим. Подписывайтесь на наш канал и заходите в нашу группу в Телеграме, она называется «Вечное лето». Мы всегда там публикуем самые актуальные фото, видео, общаемся, отвечаем на вопросы, и все в режиме реального времени. Да, и также заходите в мою группу по крипте. Кому эта тема интересна. Там я публикую тем, чем сам занимаюсь в крипте. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока!